Привет, друзья! Когда мультимиллионер в Германии Фридрих Мерц говорит, что он средний класс, это раскрывает не только его взгляды, но и всю проблему восприятия элит в политике. И это поможет вам лучше понять и разобраться, кто и с какими интересами реально управляет Германией. Фридрих Мерц достиг своей цели. После поражения в первом туре голосования он все же стал 10-м федеральным канцлером Федеративной Республики Германия. Это событие вошло в историю, ведь на момент вступления в должность он оказался самым пожилым канцлером со времен Конрада Аденауэра и вполне возможно одним из самых богатых глав правительства страны. Интересно, что сам Мерц не считает себя представителем элиты. В интервью газете Bild в 2018 году он заявил, цитата, «Я бы отнес себя к обеспеченному среднему классу Германии, а не к этой маленькой, очень состоятельной, очень богатой верхушке. К ней я точно не принадлежу. Невероятно». Тогда он только претендовал на пост председателя Христианско-демократического союза, но это высказывание сразу вызвало целую волну насмешек и резкой критики. Многие в Германии посчитали, что такие слова звучат по меньшей мере странно, ведь Мерц давно входит в число самых высокооплачиваемых людей страны. В том же 2018 году он признался в интервью Bild, что его годовой доход до вычета налогов составляет около 1 миллиона евро. По меркам Германии это не просто высокий доход, это уже уровень миллионеров. Тем не менее, Мерц тогда постарался объяснить, почему он все же считает себя представителем именно среднего класса. Он иначе интерпретирует понятие социальных слоев. По его словам, общественный центр – это не только про деньги. В том же интервью он отметил, что он унаследовал от своих родителей ценности типичного среднего класса. Это трудолюбие, это дисциплина, порядочность и уважение к другим. Поэтому, по его мнению, он не относится к верхушке общества, ведь когда он слышит слово «элита», он думает о людях, которые унаследовали крупные состояния или получили готовый бизнес от своих родителей. У него же этого не было, все, что он имеет, он, по его словам, заработал сам своим трудом. Юрист, судья, адвокат, председатель наблюдательных советов крупнейших компаний, Мерц прошел долгий путь. После окончания юридического факультета он работал судьей в участковом суде Саарбрюкена в 1985-1986 годах. Его отец тоже был судьей. С 1986 года Мерц стал адвокатом, а с 1989 года сотрудником Союза химической промышленности. В течение многих лет он также был партнером в международной юридической фирме Майер Браун, где трудился с 2005 по 2021 год. Особенно много внимания привлек его пост председателя наблюдательного совета крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock в Германии, которую он занимал с 2016 по 2020 год. Эта работа до сих пор считается самой неоднозначной и, возможно, самой скандальной в его биографии. О том, сколько он зарабатывал на этом посту, Мерц предпочитает не распространяться. В ток-шоу Bild он лишь уклончиво заметил, цитата, «Это не так много, как все думают». По его словам, между сторонами было заключено соглашение о конфиденциальности. Тем не менее, газета Bild выяснила, что по данным отчетов только в BlackRock Мерц получал не менее 125 тысяч в год. И это лишь один из источников дохода. Например, он зарабатывал 80 тысяч евро в качестве члена наблюдательного совета производителя гигиенической бумаги Вепа, который находится в его родном городе Зауэрланд. Плюс 75 тысяч евро он получал в совете директоров частного банка. И плюс около 14 тысяч евро в роли председателя наблюдательного совета аэропорта Кёльн-Бонн. Хочу отметить, что это лишь часть его рабочих мест и должностей. В разные годы Фридрих Мерц занимал высокие посты в таких организациях, как Коммерцбанк, немецкой фондовой бирже, химическом концерне БАС, страховой компании АКСА, а также в знаменитом футбольном клубе Боруссия Дортмунд, выступающем в Бундеслиге. Является ли Мерц миллионером? На этот вопрос сам Фридрих Мерц отвечает уклончиво, но с прозрачным намеком. Цитата. «По крайней мере, я не ниже этой планки». Его многолетняя работа в частном секторе, особенно в сфере бизнеса, безусловно, принесла свои плоды. Сколько именно денег у него на счету, Мерц не раскрывает. Однако в интервью изданию Bild он дает понять, цитата,
Я живу в упорядоченных личных и экономических условиях, которые обеспечивают мне высокую личную и политическую независимость. А такой ответ сам по себе уже многое говорит. По имеющимся в прессе данным, состояние Фридриха Мерца оценивается примерно в 12 миллионов евро. Точные цифры, конечно, проверить невозможно, но часть доходов можно хотя бы частично отследить. Например, около 5,5 миллионов евро составляют акции швейцарской железнодорожной компании Stadtrail Rail, при условии, что он до сих пор владеет ими. Эти акции Мерц получил в то время, когда входил в состав наблюдательного совета этой компании. На момент выхода Stadtrail Rail на биржу в 2019 году у него было в собственности 150 тысяч акций. Цифра внушительна. Состояние Мерца включает не только ценные бумаги, но и недвижимость. Основным его жильем считается односемейный дом в деревне Нидераймер в районе Заурланд, где проживают около 2000 человек. Второй дом – это унаследованная вилла в коммуне Гмунд в земле Бавария. Причем, по словам очевидцев, эта вилла вовсе не роскошна. В ней есть небольшая кухня, гостиная и спальня на втором этаже. Скромность, которая контрастирует с представлениями о жизни политических элит. Интересен и другой факт, который особенно выделяет Фридриха Мерца среди немецких политиков. Он стал первым канцлером, у которого есть лицензия пилота и собственный самолет. Причем речь не о роскошном джете, а о пропеллерном самолете австрийского производителя Diamond модель DA-62. Это пятиместное воздушное судно считается сравнительно экономичным, стоимость такой машины около 1 миллиона евро. Начиная с 2022 года Мерц поднимался в небо на этом самолете не менее 160 раз. Это говорит о достаточно активном использовании, в среднем каждые несколько дней. Остается открытым вопрос, будет ли Фридрих Мерц после того, как стал канцлером, продолжать пользоваться личным воздушным транспортом, или же его обязуют отказаться от такого способа передвижения в пользу государственной авиации. Канцлеры Германии зарабатывают значительно меньше, чем руководители крупных компаний, например, те же главные управляющие немецких корпораций из индекса DAX. И хотя должность федерального канцлера одна из самых влиятельных в государстве, она явно не сулит таких же финансовых привилегий, как работа в частном секторе. Можно с уверенностью сказать, что причина возвращения Фридриха Мерца в политику точно не в деньгах. Ведь теперь ему, возможно, даже не придется летать на работу самолетом, как это бывает у топ-менеджеров, и уж точно его доход будет существенно ниже. Пока он был депутатом Бундестага, он получил так называемую диету, то есть это фиксированная заработная плата для парламентариев в размере около 134 700 евро в год, как и все его коллеги по парламенту. Но этим его доходы не ограничились. Находясь на посту председателя парламентской фракции ХДС-КСС, Мерц дополнительно получил ежегодную надбавку, размер которой варьируется от 70 до 130 тысяч евро. К этому следует прибавить и доходы, которые он получил ранее в своей карьере в частном бизнесе, где он работал в высоких управленческих должностях и неплохо зарабатывал. Теперь же, став федеральным канцлером, он снова будет получать меньше, чем раньше. Размер его зарплаты установлен в соответствии с законом о федеральных министрах. Согласно этому закону, в группе зарплат B11 канцлер может рассчитывать примерно на 374 тысячи евро в год. Однако точная сумма зависит от ряда факторов. Например, учитывается, использует ли он служебную квартиру или предпочитает жить в личной частной недвижимости. Также у него сохраняется право на парламентскую компенсацию, но она будет уменьшена на 50%, поскольку он уже получает зарплату как глава правительства. И пусть Мерц, как канцлер, действительно получает самую высокую зарплату среди всех членов федерального правительства, но она все равно кажется скромной на фоне доходов руководителей крупных компаний. Для сравнения, глава немецкой железнодорожной компании Ричард Луц в прошлом году заработал 2 миллиона 100 тысяч евро, а средняя зарплата генерального директора компании из индекса DAX составляет около 6 миллионов 300 тысяч евро в год. Это почти в 17 раз больше, чем у канцлера, и такие цифры наглядно показывают, насколько большая пропасть существует между государственным сектором и частным бизнесом в вопросах доходов. А теперь давайте обсудим, может ли человек с миллионами на счету действительно представлять средний класс Германии. Подпишитесь и спасибо за просмотр.